Всем привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я объехал весь мир, побывал в 110 странах. Холодно, капец. И, наконец-то, начал путешествовать по Украине. Где красиво. И знаете, чем дальше я еду по своей стране, тем больше убеждаюсь: в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы приехали в Хмельницкий. Хмельницкий до середины 20 века назывался Проскуров, а еще раньше – Плоскиров, от названия речки Плоская, которая в этом месте впадает в Южный Буг. На удивление, Богдан Хмельницкий к городу Хмельницкий не имеет никакого отношения. Но это информация из интернета. А вот какой он на самом деле, что из себя представляет Хмельницкий, в смысле город, не Богдан, знают только местные жители. Пойдем спрашивать. Здесь весной летают птицы, часто детство мое снится. Здесь все просто и знакомо, здесь ведь мама, я в Хмельницком. Как хочется вернуться. Для того, чтобы узнать, что стоит посмотреть в каждом городе, я буду спрашивать об этом у местных жителей. Это сложный вопрос. Посещу все места, которые они посоветовали, Туда или туда, или туда. и выберу 5 самых интересных, по моему мнению. Один вопросик. Скажите, куда в городе сходить? Что посмотреть? Чем впечатлиться? Впервые? Где были? Чему удивиться? Не посмотрев это, ты не побывал в городе. Чем живет Хмельницкий? Где душа города? Must see. Что посмотреть? Посмотреть в Хмельницком. Специально снимают. Что вы там снимаете? Он меня все время ходит, снимает, а я не знаю вообще, не знаком с ним. В городе что посмотреть? Может, что-то порадити? Не знаю. Ну что ж, если говорить, что смотреть нечего, увидимся с вами в следующем городе. Шучу, конечно. А можно задать вам вопрос? Что посмотреть? Пусть это будет недостопримечательность. Где прикольно? Вау, круто! Найкращі місця Хмельницького. Бо молчать же ж всі. Хоч парк можете прийти. Просто пішки, без всякої машини. Водку піть вдома. Так, все, в принципі. Стометровка наша. 100-метровка. По этой улице, наш Бродвей так называется. Пешеходная улица. Подивитися на пішохідну вулицю, подивитися там, які в нас гарні клумби, подивитися на природу. 100-метровка и набережна. 100-метрівка наша відома. Пешеходная аллея. У нас гарна 100-метровка. Вот саме молодежне місце в Хмельницькому. Вулиця Проскурівська, пішохідна вулиця Хмельницького. 100-метрівка. Так, там Весело. 100-метровка? Прогуляемся. Мы вот уже объехали пол Украины. В каждом городе есть пешеходная улица. Но только тут эта пешеходная улица напоминает пляж в Ялте. Посмотрите, яблоку негде упасть. Тусач идет такой. Фонтаны, цветы, дети, мороженое. Классно. Велосипеды, самокаты, гироскутеры вон. Всевозможные ролики. Все в изобилии. Все наряженные, все на каблуках. Тусовка. Ух ты! Смотри, какая прикольная штука. И все проходят. Еще раз пройдусь. Круто! Обычно вешают только сверху вот этот распылитель. А тут он с 3 сторон, и ты прям, весь окунаешься. Круто!
Давай. Я вас за километр узнала. Да? Да, можно с вами сфотографировать? Давай, конечно. Надо текать. Да, здравствуйте, давайте. Дякую. Спасибо. Вам спасибо. Да, всего доброго. Оторвемся же все-таки от этого фотосета и поговорим о площади, о 100-метровке. А что прикольно, сама 100-метровка, она вот перелегает к парку. И получается, у тебя с одной стороны пешеходная улица, а с другой стороны большой красивый парк с фонтаном, с цветами и со всеми делами. Здравствуйте! В каждом выпуске мы определим среднюю цену борща в городе. Я найду самый дорогой и самый дешевый борщ, попробую их и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну что, поборщим? Самый дорогой борщ я нашел в ресторане «Куркуль». Сейчас его принесу. Здесь борщ с каре телятины стоит 89 гривен. А самый дешевый борщ всего 7 гривен. В едальне номер 33. Очень красный, очень такой прям со сметанкой. Ой, как пахнет настоящим селом. Не в смысле навозом. Смотрите на эту поддачу красивую. Сметанка, хрен, хлебушек. Посмотрите на размеры. Нежнейшая. Как будто с мангала снято. Я не знаю, вот такое прям ощущение, что вы сварили борщ из шашлыка. Ми ще готуємо котлети на мангалі. Да? Да, ми ще вас не Ну, я все правильно зрозумів, да? Супер, спасибо. Глеб, я хочу, чтобы ты попробовал. Я такого мяса в борще никогда не пробовал. Вообще, да, ну вот согласись, это не из мяса из борща. Это конкретно шашлык с легким таким привкусом борщица. Обалдежно. Это сильно очень. Вообще, вернемся же к самому борщу. Такой высокий стул, что прям... Очень даже неплохо. Он съедобный, он не отвратительный. Прям стулья надо пониже или повыше стол. Красный, наваристый. Очень и очень мелко порезана капуста и морковка. У него есть такое послевкусие дымка. Явно домашняя сметана такая густая. Короче, однозначный лайк. Вкусно. Хороший борщец. Твердая четверка для столовского борща. Итого, средняя цена борща в Хмельницком – 48 гривен. Че вылупился? Сняли все, дай поесть. Парк імені Чекмана. Набережна. Парк Чакмана. Ну, парк вам, напевно, вже казали. Парк Чекмана. Парк Чекмана і тут, а більше нікуди тут ти так не сходити. Річка. Набережна в нас ще. Є гарні парки. Тут парк можете прийти. Прекрасные парки у нас. Можно посетить. Вот это такое единственное, что мы советуем больше. Всі, мабуть, говорили набережна і пляж. Набережная. Парки у нас красивые. На набережна наша. Ну на набережну ще гарно там. На набережную можна. Цікаво, хто такий Михайло Чекман? Зараз я смотрю, чекаю. Хмельницький міський голова з 90 по 2002 рік, заслужений працівник соціальної сфери України. Тобто це в честь бывшего мэра, но уже современного назвали. Прикольно, значит, хороший мэр был. Пойдемте смотреть.
Парк большой, тенистый. Людей много даже в будний день. Есть аттракционы всевозможные. Белые лебеди. Это Лебединое озеро. Я отец драконов. Не знаю, честно говоря, вроде и неплохой парк, зеленый, вроде большой. Но как-то что-то он неуютный. Если вы вдруг сейчас едите, то перемотайте вперед, потому что у нас сейчас новая рубрика «Обзор общественных туалетов». No! God, please, no! No! Сейчас надышусь. Ну, если честно, запах по шкале ужаса на 7. Это не ужасно. Я могу остановиться здесь в туалете и сказать вам эти слова, не выходя на улицу сразу же. Фу-фу-фу-фу. Мне не нравится эта рубрика. Пробовать самый вкусный и самый дорогой борщ в городе – это одно, а пользоваться общественным туалетом – это не очень. Фу, жуткий, воняет. Бумаги нет, воды нет, дырка просто. Даже нету кабинок, как бы вот такие вот перегородочки. Ты писаешь, и ты видишь соседа. Ну, ты не видишь, потому что у тебя глаза закрыты, и оно все выедает. Но не ужасно. Вот если честно, я тоже начал там хаять, а потом подумал, бывает же и хуже. Парк плавно переходит в набережную Южного Буга. Выстрижены деревья, смотрите, вот огромное дерево, огромное такое, по сути, вот с этой стороны бесформенное. А здесь ровно под рост человека выстригли. Прикольно. И идешь и не цепляешь. Знаете, когда мне говорили, приди посмотри набережную, я, ну, если честно, ожидал чего-то другого. Конечно, это проблемы, в первую очередь, моих ожиданий. Но факт остается фактом. Набережная в Хмельницком выглядит вот так. Как бы не прикопаться, берег есть, прогуляться можно. Качечки кричат. Но, если честно, делать здесь особо нечего. Знаете, друзья, о чем подумал? Может быть, и не хватает Хмельницкому старых вот каких-то таких зданий с историческим подґрунтем вековых. Но смотрите, что происходит. Вот строится новый, современный, классный европейский райончик. Вот красивое здание. Вот балдежное, ну, интересное здание. Вон строительные краны. То есть это город будущего по факту. У него, что ему цепляться за прошлое? Он вот только начинает развиваться. На речке я нашел себе развлечение. Это сапборд. Новая штука, САП-школа Хмельницкая. Ажиотаж, конечно, с каждым днем все больше и больше. Ну, это классная просто штука, имея такой широкий бук, ну, как бы грех не кататься. А сколько стоит? Первое занятие с инструктажом 300 гривен. Просто взять в аренду 200. Вау, он даже выглядит вот прям быстро.
Короче, сейчас катнем. Я, наверное, сниму петличку, потому что она денег стоит. Все вам буду рассказывать за кадром. Перед началом просто ликбез. Для тех людей, которые вообще не знают, что это такое. Со стороны очень похоже на доску для серфа. Но по факту это совсем другая вещь. Это надувная, как бы, доска. По сути, надувной матрас, только уже почти как доска, да? Но матрас надувной. Да, если в следующем сюжете я буду в другой одежде, значит, я упал. Грузитесь, давайте отплывать, я уже хочу плыть. С водички сними, как я отплываю красиво. Моя доска, ну это спорткар для САПов. Очень быстрая, но сложная в управлении. Честно говоря, друзья, я очень и очень рекомендую вам попробовать именно вот этот вот САП, потому что он намного неустойчивее, чем тот. Но он до такой степени маневренней, до такой степени стрёмней, что ты как бы никогда на нем не расслабляешься. Вот, даже почти произошло. Но удовольствие он приносит гораздо больше. Ладно. Є скульптури Миколи Мазура. Наших хмельницьких художників, скульпторів, мазурів. Собирал металлолом и с металлолома это все варил. Статуетки Миколи Мазура на дитячому майданчику в парку Шевченка. Другий – це дитячий майданчик ось тут в парку імені Чекмана. Третій – це дитячий майданчик біля торгового центру СВ. І четверте – це його фігури в дитячому кінотеатрі «Планета». Первые скульптуры я увидел в парке Шевченко. Сразу видно, что Мазур был еще тот фантазер. Из каких-то маленьких вещей, маленьких непонятных деталюшечек собирал вот такие вот огромные интересные конструкции. Это что же? Нужно найти каждую деталь, понять, что она подходит, сложить ее. Приходил куда-то на завод, то есть на завод, да. Металлолома, и он говорит, ненужного. Вот это. И у меня получится дракон. Да. Так, да. Прикольно. Здесь подрежу, там подмажу. Вот смотри, это что же, ну вот часть, да, а вот часть, которую, я так понимаю, он распилил и сложил как-то, чтобы оно согнулось. Знаете, почему это балдежная детская площадка? Сейчас я вам ответственно заявляю это как отец маленького мальчика, ну как маленького, 8 лет. Потому что если бы мы с Лёшкой сюда пришли, ему было бы прикольно здесь лазить. Это была бы полоса препятствий, вот сюда вот пройти. Разного диаметра диски, и получился хвост. То есть ходишь и рассматриваешься в эти детали. Ты-то взрослыми мозгами уже понимаешь, из чего это сделано. И это очень прикольно. Такой умственный конструктор. И это все так масштабно. Большие конструкции. Круто. Не... Ух, моща. О, смотри, а вон за забором тоже его работы, и они отреставрированы. Смотри, наводят лад. Ай, как это хорошо! Ай, как здорово! То есть на следующее лето можно будет приехать и прям вообще кайфануть. Круто! Скульптуры Мазура есть в разных местах города. Ну и чтобы снять их все, мы с оператором разделились и немного потерялись.
Глеб! Глеб, вот ты где! Мы по городу мотаемся, тебя ищем. Боже мой, я совсем забыл, где мы тебя высадили. Умеете, могете просто. Давай бегом в машину, Глеб. Глеб! Ну что ты ходишь по городу один снимаешь? Осторожно, машины другие уже поехали. Вот туда переходи. Боже, перепугал нас. Мы тебя потеряли, думаем, где же мы тебя оставили. Слава богу, нашли Глеба. И клево, что вот к всему можно дотронуться, потрогать, пощупать, полазить. Да? Ты знаешь, из чего они сделаны? Да. Из чего? Старых металлических изделий. Браво. Молодец. Все крутится и все вертится, все открывается, все двигается. Дома лучше! Вот зачем, скажите мне, пожалуйста, Настя и Яна, вот зачем вы написали, что вы были здесь в 13:52? Зачем мне эта информация? Я лучше хочу посмотреть на этот красиво сложенный мусор, чем на вашу писанину. Дорогие хмельничане, серьезный разговор. Друзья, у вас в городе есть такая бомба, такой туристический магнит, который может притягивать миллионы туристов. Я сейчас говорю вот про работы Мазура, потому что они классные, интересные, необычные. Когда ты узнаешь, что они сделаны из мусора, у тебя вообще мозг выносит. За ними нужно следить, ухаживать, развивать, делать с ними магниты, сувениры. Ни в коем случае не описывать, беречь это нужно, понимаете? И тогда город будет на одну туристическую фишку круче. Однозначный лайк. А еще работа Николая Мазура есть в Староконстантинове. Смотаюсь и все вам сейчас покажу. Да уж. Представляете, какая больная фантазия была у мужика? Ну, в хорошем смысле больная. И в хорошем смысле фантазия. Насмотревшись на скульптуры, мы немного впали в детство. Как в фильмах. Алло. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Прикольно. У Шпигеля ресторация хорошая. Хорошая кухня, вкусная. С вами любимая ваша передача «Едим дома лучше». Здрасте. И сегодня мы с вами поговорим о потрясающей подольской кухне. К сожалению, я ничего о ней не знаю, поэтому, друзья, встречайте Артема, шеф-повара ресторана «Шпигель». Салют. Здравствуйте. Чим саме відрізняється подільська кухня? В чому її смакота? Перше, що таке подільська кухня, якщо ми візьмемо якісь такі саме брендові продукти, так? В Вінниці є вінницьке сало, так? Так, знаєте, так, це речі, бренд такий український. І він існує. Він Це існує, так. істина. Він є зіньківська колбаса та зіньківський хліб.
Так, це теж такий бренд, я тобі зараз покажу його. Тобто це готується тільки в Зінькові, так? Це хліб, який готується вже багато років по однаковому рецепті, в печі випікається. Ух ты, а что, в чем это оно таком темном? Це обмазується кров'ю. І запікається, тобто вона випікається, ця ковбаса. По мясному. Ну, от твій смак, скажімо так, смак Поділля. Да, от ти вже можеш собі десь відложити його, якщо в Вінниці це сало, так, то, наприклад, на Хмельниччині ти вже можеш подільську кухню для себе асоціювати там, з ковбасою і з хлібом. Мы здесь с вами, друзья, не для того, чтобы я просто ел колбасу с хлебом, а для того, чтобы сделать суперовское блюдо, которое называется... Ми зробимо сьогодні кукурудзяну кашу з раками. Нам для цього потрібна сама кукурудза. Раки ми вже відварили і просто розрізали навпіл, почистили і все. Ми її будемо ще обсмажувати. Нам потрібна цибуля, це звичайна цибуля. И вершки. Так, да, це звичайні вершки. Трішки олії, трішки вершкового масла. Слухай, а на що їх міксувати? На жаль, Это же и вершкове то, масло, для того, чтобы не пригорало, по да, суті. масло вершкове, наприклад, там в нас взагалі не завжди Вершкове масло. Да. І воно починає горіти при температурі, коли ти починаєш її нагрівати. Тому додається чуть олії для того, щоб зробити баланс, щоб це масло не горіло просто і все. Тепер ми візьмемо нашу цибульку, трішечки її зараз обсмажимо. Тим часом, поки вона смажиться, ми можемо нарізати ще. Це просто вже частинки раків відварені. Ми просто їх мілко порубаємо. Це те, що піде на середину в саму кашу. Вот, дорогие кулинары моего уровня, объясняю. Вот не до золотой корочки, не так, как мы обычно, вот когда вот он зажарился, а он только-только чуть-чуть. Вона стала Это готовою, даже- але вона ще не засмажена, якби скажімо так. Все, і ми тепер можемо викинути туди кукурудзу. Снято Я, если скачана. честно, даже не знал, что можно сварить кукурузу, вот почистить ее и поджарить. Да, без проблем. Скажімо так, наші там бабусі, то з кукурузи взагалі-то варили там в основному це мамалигу, да, якщо взяти Закарпаття туди, це банош. Ну тоже все с крупы, все с Да, крупы. да, всё с Так, крупы. чтобы вот именно зернышки были кукурузы, я такое впервые вижу. Не вот так, да, вот не вот вкус кукурузы, а вот ложечкой каша поджаренная с лучком, с масличком, уже это интригует. Все, от ми чуть-чуть його, да. Я додаю трішки вершків. І ми візьмемо сир, тобто, да, якби, і ми його втремо трішки туди. А що це за сир? Це сир сулугуня, який дуже добре висушений. Це теж нас місцеві підприємці роблять. І він нам дасть зараз таку в'язкість в самій каші. Все, це я поки що відставляю в сторону. Ми його потім підігріємо. І беремо іншу сковорідку. Я візьму часник, навіть з шкарлупою, з всім ще як є. Я його просто роздавлю чуть. Коли будемо смажити рак, щоб у нас часник віддав нам трошки своїх. Прям це шкарлупой, не чистю? Да, я не чищу. Я його кидаю просто для того, щоб зараз аромат у нас пішов. І чебрець. Да, тобто це теж по сезону якраз дуже добре. Запах пішов. Все, ми ставимо. Як тільки в нас починає топитися, ми беремо наші раки. Опять же, самые обыкновенные раки, да, вымытые, сваренные. Да. И теперь чуть разрезанные пополам, и чуть-чуть теперь будет поджаренные. Да. А мы сейчас будем кушать. Ми будемо готувати зараз подачу. Для подачі це да, шкарлупиня, скажімо так, з кукурудзи. Ну, ми зараз його ще присмалимо, на ньому будемо подавати, для того, щоб ще більше підняти цей аромат самого листя, да, воно ж Тоже пахнет очень, свіжістю конечно, кукурудзи, да. свіжістю. Трошечки обсмалимо. І ми робимо просто так подачу, так? Ми викладаємо на підготовлену ту кукурудзку, да? І тепер беремо наших раків. Зараз. Беремо їх. Ось така страва. Это кулинарное произведение искусства. Посмотрите на эту красоту, ребята. И теперь те, кто будут говорить, что украинская кухня – это огурец, помидор и сметана, нет, вы сюда смотрите, вот вниз. Вот это вот украинская кухня. Как может быть красиво. А вот вкусно ли? Сейчас проверит наш эксперт. Мус.
Кашу нужно есть ложкой. Подожди секунду, красиво же. Да, очень. Очень. Слушай, Да, но ты же уже сказал, что красиво. Ты эксперт по красиво. Я это эксперт по, да, по вкусу. Я не смотрю, да, то мне жалко будет разрушать эту красоту. Я ем не глядя. Отличная текстура у кукурузы, она не переварена. Она очень приятно хрустит. Вот. И сыр это все такое как-то связывает. И легкий аромат рака. Это потрясающе. кукурузу сварил, почистил ее. Да, и все. Вершки и сыр. Да, можно без раков. И это очень просто, очень сытно, очень вкусно. Друзья, и пусть у нас в стране до сих пор нету этого известного бренда колес, который не приехал и до сих пор не знает, что у нас есть шеф-повара, я хочу отметить нашей маленькой наклеечкой ваш ресторан. С маленьким сувенирчиком. Может, для кого-то ничего не значит, это значит для меня, что мы здесь кушали и оценили. Спасибо большое. Спасибо, Жень. Спасибо, что заехали к нам в гости. Я думаю, мы сумели вам показать и рассказать о наших традициях и нашей кухне, нашего края. Мы же можем после съемки еще остаться покушать что-то другого, да? Да. Вас накормят. Класс. Ну все, снято. Пойдемте есть. Знаете, в центре, весь центр Хмельницкого увешан вот такими вот колонками, которые довольно-таки громко вещают рекламу, не очень вкусную музыку, ну прям вот... Что за ужас тут творится? И мне это не нравится. Мне бы хотелось тише. Вообще хочется город послушать, а не рекламу. Кроме работ Мазура, в Хмельницком есть и другие необычные скульптуры. Единственный памятник барону Мюнхгаузену в Украине выглядит вот так. Еще есть в Германии и еще где-то. Только что читал Википедию. Ребята, такая ситуация. Вход сюда закрыт, здесь ворота. Но мы пропустили и не сняли этого. Поэтому сейчас вы увидите реконструкцию того, как Мус открыл ворота. Блин, вот памятник. Да, где забор? Ай, мы не сможем открыть и посмотреть его, только издалека. Оттуда, да. Я пойду сбегаю, посмотрю. Так, кодовый замок. Нет, подбирать. А, смотрите, что я придумал. Женя, смотри, Мус придумал, как открыть. О, боги! О, боги! Я все порешал. Мы пропустили, как это получилось. Придется снимать реконструкцию. Ничего, зритель поверит. Пойдемте же смотреть на этот памятник. Це той, що одним пострілом 47 качок б'є. Я просто похлопаю. А, ну да, логично. Вот здесь вот вода, конь ее пьет, и из коня вытекает. Здесь целая лужа. Классная композиция. Была раньше. Жаль, что сейчас ее уже нет. Да, если честно, посмотрите, и место как-то немножечко не располагает к тому, чтобы здесь отдыхалось хорошо. А фонтан был бы прикольный. И еще один памятник, достойный вашего внимания. Интересно. Очень интересно выглядит. Концептуально так вообще не по-советскому. Вот свежий, клевый, классный памятник. Именно мысль, именно идея сама. Вот пешка в игре. Памятники такими должны быть, вызывающими эмоции.
Хмельницький славиться базаром. У нас, мабуть, всі на базарі. Пойдите на толкучку на базар. Цікаво буде. Базарні. Базар не надо. Багато людей їдуть на так звану толкучку, базар. Базар уже не тот. Базар уже не тот. Базар не предлагает. Почему? Может, там интересно. Звідти не вийти. Да, можете не вийти, що він великий. Просто там колись кіоск коштував як 4 трикімнатних квартири в центрі Хмельницького в свій час. И именно поэтому мы приехали на рынок. Легендарный Хмельницкий рынок раскинулся почти в центре города и по праву считается градообразующим предприятием. Но это все информация из интернета. А вот какой он на самом деле, Хмельницкий рынок, чем он живет, знают только местные. Оу май! Пойдемте поспрашиваем. Пойдемте? Надо спрашивать. Да. Вот так, как в настоящем городе. Маленькие тесные улочки переходят в большие, широкие бульвары. Скажите, куда сходить на рынке? Просто рынок отдельный город получается. С улицами, с правилами, с дорожным движением. Может, какая-то улочка есть, где очень толкаются. Может, есть, наоборот, какие-то вкусные заведения, которые прям вот на рынке, хоть и на рынке, а вкуснейшие. Наливайки есть? Звичайно. Тут є все з Китаю. Все есть в Немає Китае. нічого з Хмельницького. А как вы думаете, почему рынок Хмельницкий такой большой, такой крутой? Чем он отличается от всех остальных? Наверное, он был первым, куда начали съезжаться все. Что посмотреть на рынке? Что попробовать? Все, что есть в магазинах, есть на рынках. Куда стоит? Это же целый город, этот рынок. Саме велике підприємство України. Да, самое великое предприемство Самое- Украины? Да. Самое вкусное место на рынке? Самое вкусное там, возле стоянки. Там возле стоянки тут Хачапури. миллион хачапури, да, стоит попробовать? Да. Спасибо. Пожалуйста. Будем пробовать хачапури. Хорошего дня. Пойдемте дальше. Нас здесь уже спалили, сейчас будут фоткаться, я вам и про рынок ничего не расскажу. Текаем, текаем. Я вдруг, знаете, о чем подумал? Почему в Хмельницком много красивых девушек? Потому что рынок большой, выбор одежды у них большой, и каждое платьечко нужно выгулять, пройтись, показать. А выгулять платьечко хочется и накраситься, и причесочку сделать. Здравствуйте. Поэтому они все красивые ходят, потому что посмотри, какой выбор. Здравствуйте. Стильно, модно, молодежно. Ридок. А что, так можно было, что ли? Ищу что-то интересное. Адибас. Адибас? Ник? Ник. Свуш такой с двумя, типа. Ник, да, надо снять его. Будете пригати? Да. Давайте, будь ласка. Скакалка нового образца. Сейчас нужно поймать вот этот круг. Це важко. Важко, так? Трошки не для нашего веку, то есть я еще не дорос. Сложно, да, мне? Подрасту, пойму, как оно делается, да? Если у вас завелись крысы, тут смотри, вообще вариантов немерено. Как и во многих городах, в Хмельницком рынке пешеходные улицы тоже украшают зонтами. Романтика. А у вас вот, я смотрю, и электроскутер есть, да? На любой вкус. Прям двухэтажные торговые
Это есть ларечки, а это такие небоскребы высокие. Рынок просто огромный. Но на самом деле тут не один рынок, а десятки рынков, которые срослись в один большой. Купить здесь можно действительно все, что угодно. Как и в каждом уважающем себя городе, на рынке есть церковь. Виноград! 3. 3 однакових, так? Да. Хорошо. Будь ласка, тільки акуратно гарячі. Очень интересное блюдо. Подача типично рыновская. В пакете. Ох. Вот так вот внутри выглядит. Смотри. На вкус неплохо. Очень даже. Слоеное тесто, курочка, сыр и грибы. Прям неплохо. А. Самса. О. Пойдем дальше. Знаете, друзья, вот вроде на первый взгляд ничего особенного, но очень уютный, тихий, спокойный этот Хмельницк. Хороший город. Хороший. Стій! Ти казав Хмельницьк. Запам'ятай, друже, Хмельницький, не Хмельницьк. Добре. В каждом городе должен быть свой супергерой. Хмельницкому повезло. У него уже есть Хмельмен. Хмельмен недавно появился в городе и сразу привлек к себе внимание. Скажи, будь ласочка, нащо? По-перше, я вичисляю тих, хто говорить Хмельницьк, тому що це одна із моїх суперздібностей. Вивчаю, де є люди, які порушують правила, які розкидають сміття, які ведуть себе некультурно, тому що вони мають бути гарно вбраними, не смітити, не злословити. Хмельничани, вони дуже хороші, дуже привітні люди. Тобто ти твориш добро. Борюсь з злом, як будь-який з моїх співбратів, той же самий Супермен, той же самий Бетмен, вони завжди борються з злом. Так само і я борюсь зі злом там, так як я його розумію. Помагають мені хмельничани наші, тому що в мене є свій Інстаграм, в мене є свій Фейсбук. Люди пишуть, інколи запрошують, кажуть, да, на нас щось твориться, яке зло, тому приїжджаю, роблю, допомагаю, просвіщаю і само собі розказую гостям нашого міста про Хмельницький. Хмельницький. Я запам'ятаю. Так, добре, запам'ятай, я слідкую. Я даже не знаю, что сказать. А почему супергерой? Ну, тому що в нашому місті колись давно народився один із тих, хто заснував DC Comics. Той, хто був одним із засновників Супермена, Бетмена, це Джек Він Лейбовіц. народився тут? Так, в місті Проскурів. Наше місто колись називалось місто Проскурів. Він народився тут, 8 років прожив тут, і про це навіть є згадка на офіційному сайті в біографії цього автора. Зірка в місті? Ну, скажімо так, спочатку люди сумнівалися. Деякі знайомих моїх казали, що ти чи не ти? Я казав, ні, ну звичайно, як. Але є така штука, технології, вони ж зараза не брешуть. І Фейсбук, коли мене фотографують крупно, Фейсбук зразу мене підписує. Тому, коли ми зберігали інтригу з приводу саме персонажа Хмельмена, просив друзів, що люди, поки видаляйте, тому що Хмельмен, він поки ще не всім відомий. Друзья, будете в Хмельницком, увидите Хмельмена. Да. Обращайтесь по любому вопросу, поможет.
Если честно, хотели снять еще один парк и случайно попали на барахолку. Очень люблю такие места. Это вот когда шопинг, он превращается именно в удовольствие. Не для вещей, не от потребности тебе нужно что-то купить. Когда ты приходишь, и у тебя из-за вот этой атмосферы есть желание что-то купить. И ты ходишь, а это что? О, деревянный меч. А нужен ли мне? Ну, он прикольный, может быть, сыну купить. А сколько стоит? Ты выискиваешь тот артефакт, который хочешь с собой увезти. И это класс. Это и есть тот шопинг, который приносит удовольствие. 2 фотоаппарата 50 гривен? Да. А пленки нет у вас к ним? Нет. Что же на нем слушать-то теперь? Вот сейчас его и надо слушать. Это ретро-супер-пупер. Это да, это правда. Это правда. Смотри, какой ножик. Матроскин The Cat. Да. И Союз мультфильм. Ага. Это ночник? Ночник, да. Обалденный. Женя тоже оператор. Это не взвод. Ты пока гулял, у меня уже целая коллекция, смотри. 1 фотоаппарат, 2 маленький фотоаппарат. И 3, наверное, возьму. Один. Надо заряжать. Вот здесь есть вход. Можно Птушкину привезти. Он же у нас диджей, коллекционирует винилы. СССР, Москва. Боже, я нахватался уже как собака-блох. Класс, в гараже повешу. На 1300 гривен я купил портрет, весы, гири, 30 пластинок, 4 фотоаппарата, светильничек маленький, монетки. Ну, где это в Европе возможно? Сюда ценители вот старовины, им нужно сюда приезжать и просто скупать это все дело, а потом там почистил, там подмазал, и в Нью-Йорке за вот такие вот бешеные бабки продал. Очень круто. Очень и очень круто. А вот смотрите, какие весы, тоже классные. Ну а теперь выбор таксиста, где мы просим таксиста отвезти в лучший ресторан города. А что он считает лучшим рестораном, это уже на выбор таксиста. Поехали! Здравствуйте! А вы свободны? Отвезете нас покушать в самый классный ресторан города? А мы вдвох. Нет? Будем искать. Попробуем удачу еще разок. Здравствуйте. А вы свободны? А отвезете нас в лучший ресторан города? Лучший? Вот в лучший. Да? Класс. Что, как город, расскажите, живет, развивается или... Живет, развивается, вот Асмаров делает, в принципе, дороги делает, тротуары, плитки укладывают, привокзальную площадь вообще классно сделали. Это хорошо. В какой ресторан мы едем? Что за кухня там? Грузинская. Ну там всего куча есть, я уже сейчас не вспомню, не запомнил, все, что есть. Класс, спасибо большое. Сколько денег должны? 60 гривен получается. 60 гривен даем. Спасибо большое, низкий поклон. Пойдем пробовать. Что, сегодня у нас грузинская кухня. Это называется арарат.
Так что, скорее всего, армянская. Или турецкая, тут уже смотря как взглянуть. Наконец-то настал тот момент, когда мы приступаем к еде. Руки я помыл. С Богом. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в ресторане «Арарат». Очень приятно, что вы нас посетили. Спасибо. Узнаваемое лицо. Меня зовут Инна. Спасибо. Я буду сегодня вас обслуживать. Это у вас меню такое? Да, это наше меню. Ресторан «Арарат». Свет мой зеркальце скажи, да сегодня доложи всю правду расскажи. Что же есть фирменное блюдо? Подскажите мне. Фирменное блюдо – шашлык из телятины. Давайте телятину с острыми овощами. Глеб, ты будешь? Шашлык? Ты станем? Хлебушек, лаваш и картошечки две на мангале. Все правильно? Да, да, абсолютно. Хорошо. У меня аж слюнки потекли. Ну что, наша постоянная рубрика «Найдем же самое дорогое блюдо в меню». 200 гривен, 100 гривен, 300 гривен. 300 гривен рыбное плато. Нет, это 300 грамм за 230 гривен. Самое дорогое блюдо, самое дорогое блюдо, самое дорогое блюдо, самое дорогое. Вот. Солодка телятина, вишневый соус. 350 грамм за 230 гривен. Шара, плиз. В это заведение очень удобно приходить с некрасивой девушкой. Что ты будешь кушать? Я, Глеб, пришел с тобой. Делай выводы. Ты готов? Нам принесли салат. Телятина с цветы. Приятного аппетита. Спасибо большое. Выглядит очень аппетитно. Выглядит очень аппетитно. Выглядит очень и очень аппетитно. Надеюсь, вы не голодны, так как я. Потому что я поставлю общую тарелку перед собой и буду есть прямо отсюда. И что за запах? Такой вот он свежий. Овощи-гриль пахнут, мясо чуть-чуть пахнет. Но вот чего гадать? Нужно пробовать. Очень вкусно. Фета очень нежная. Такая то ли домашняя, то ли, я не знаю, это не магазинная фета. И вкусно приготовленное мясо. Просто сочная, вкусная телятина, которая обворачивает нежнейший кусочек феты. И все это припорошили кедровым орешком. Объедение. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Хочешь попробовать? Где я тебе сделаю тоже такой бутрик? Забыли спросить, как зовут таксиста. Потому что он был в полной уверенности, что это грузинский ресторан. Я сразу буду умнее. Давай. Ништяк? Вкусно тебе? Да. Согласись? Да. Главная фишка именно в сыре. И в маринаде, и мясо, то, что приготовлено, и кедровые орешки. В общем, во всем. Очень нежный салат. Неожиданно, да? Очень вкусно. Не пожалеете. Реально вкусно. Реально прикольный салат. Реально. Давайте следующее блюдо. Телятина под острыми овощами. Да. Салат из телятины первый. Да. Зачет очень. Аппетитно, как выглядит, ну и пахнет порядочно. Ну давайте же пробовать. Пробуем. Этот овощ, морковка, должен быть острый. Очень вкусная морковка. Основное – телятина. Я, если честно, приверженец всегда делать вот бутерброд из еды. Я не понимаю тех людей, которые
Кричат, что нужно раздельное питание, картошка отдельно, котлеты отдельно. Я всегда с самого детства любил чуть-чуть картошечки, чуть-чуть котлетки и сразу же и салатик наверх, чтобы всегда был бутерброд из еды. Так и здесь. Мясо, овощи – это кабачок или баклажан. Сейчас проверим. Очень нежная. Ты знаешь, что это обозначает, этот знак? Он мне нравится. Я увидел его сегодня на футболке у человека. Я его буду наделять силой круто. Ну что, здравствуй, фирменное блюдо. Честно, такой профессиональный шашлык. Не опустился ниже уровня невкусности. Но и не взлетел до небес. Соус будет не лишним. Вывод такой. Хороший шашлык, вкусный, но не вау. Спасибо. В самом конце Хмельницкий еще раз удивил. Ну и улыбнул. Зазвонил телефон-автомат. Ну, серйозно, ну зараз даю йому слухавку. Алло. Доброго дня. О, дякую. А як ви дізналися, що ми тут і подзвонили на цей таксофон? Магія не то слово. Це Хмельмен? Це Хмельмен? Ні? А, бачу. Класс, круто. Браво. Это круто. Это шикарно. Магия. Это не подстава. Здрасте. Шикарно. Как так? Чисто случайно. Це номер в мене вже більше року. Я бы не обратил внимания, если бы мы не снимали позавчера эту серию, мы бы не обратили внимания на этот звонок. Звонит и звонит. Да, мы просто знаем звонок, потому что сами звонили. И поэтому обернулись и отреагировали. Да, это магия. Очень круто. Круто. Пятерочка. Ну, прям вообще. Знаете, друзья, я путешествовал по Украине, и уже есть некоторые ассоциации. Например, Харьков – это город-студент, город-хипстер. Запорожье – это город работяга, такой грубый, но добрый работяга. Винница – это хозяйственник, у которого все должно быть вот идеально. А Хмельницкий – это прыщавый школьник, у которого еще вся жизнь впереди, который только в самом-самом-самом-самом старте пути. И это обалденно, что у нас в Украине есть города вот такие молодые, такие активные, развивающиеся. Так что, товарищи, друзья, камон, приезжайте в Хмельницкий. А, нет, подождите. Конкурс. Друзья, у каждого супергероя должен быть суперзлодей. Давайте придумаем суперзлодея для Хмельмана. А лучшему я подарю подарок. Увидимся в следующем городе.